Я рада приветствовать всех своих уважаемых гостей, зрителей и много уважаемых подписчиков моего канала. С вами Анна Зверева. Сегодня я вам предлагаю расклад о том, что произойдет в ближайшие 2-3 дня в вашей жизни. У нас будет 4 позиции. Это может быть 4 варианта. Вы можете выбрать одну из позиций. Это может быть несколько дней в вашей жизни. Это может быть несколько дней, которые вы привяжете к определенным ситуациям в вашей жизни. Например, в понедельник я иду на свидание, что меня там ждет? Или какой-то день недели у меня суд, а чем там все для меня закончится, да, приблизительно так. То есть вот что произойдет в ближайшее время, 2-3 дня, но вы можете этому раскладу задать совершенно другую задачу, и я думаю, что эту задачу этот расклад выполнит. Загадывайте. Я думаю, времени достаточно. Приступаем. Первый вариант, первая ситуация. И что? И что, мои дорогие? Значит, это день. Если это день недели, да, или это ваш вариант, или это ваша ситуация. Могу сказать только одно. Не видно так, да? Могу сказать только одно. Самое главное, да, фон дня, ситуация дня. Никто никуда не спешит. Никто не делает никаких выводов. Потому что вот эта иллюзия, да, что здесь человек большой, здесь человек маленький, это всего-навсего иллюзия. На самом деле они одинаковые, просто разный ракурс, с которого мы смотрим на одно и на другое. Поэтому, дорогие мои, значит, те, кто выбрал этот вариант, пожалуйста, не торопитесь, не спешите. Все будет ок, если вы сначала разведайте, промониторите ситуацию. Сначала попытайтесь разобраться who is who. Почему так, почему не иначе? Или почему иначе, а не так? И только в этом случае принимайте какое-то очень важное решение. Потому что то, что будет видно, и то, что будет якобы у вас на поверхности, на самом деле может оказаться какой-то иллюзией, оптическим обманом или, в общем, или чем-нибудь таким еще. Поэтому просто не спешите никуда, выжидайте. Вот не то, чтобы на паузу поставить, да, а вот бывают такие моменты, когда нужно просто выждать и больше ничего. И вот в этом случае у вас все будет отлично в этот день. Давайте посмотрим, что на этот счет думает Таро. Буду так выкладывать, то там точно ничего не видно. Таро говорит следующее. Ну, во-первых, потребуется некоторая доля риска вам для того, чтобы, скажем, совладать с определенной ситуацией. Причем, скорее всего, вам придется, хотите вы того или не хотите, в этот день все-таки рискнуть не столько, чтобы сделать там какое-то правильное телодвижение, да, или сделать какой-то шаг навстречу куда-то, или не шаг, а просто принять там ситуацию, решение какое-то принять, да. Вот здесь потребуется риск, это первое, то есть собраться с собой и сказать, вот все, кто не рискует, тот не пьет шампанское, поэтому, конечно же, я буду это делать, конечно же, я обязательно это сделаю. Вот что бы я решил или решила, так, все, вперед и вперед. Чего будет касаться в первую очередь? Вопроса старого. Тема сатурнианская, либо связана со стариками, либо связана с какой-то ситуацией, которая постоянно крутится вокруг вас, и никак она не решается по причине, и у каждого из вас по какой-то своей причине. Эту тему нужно рубануть окончательно, бесповоротно. Вы это понимаете, вы это чувствуете, но что вам будет мешать во всей этой истории? Конечно, вам будет мешать то, что после того, как вы примете такое решение, после того, как вы так спокойненько все это разрубаете, и как бы особо, может быть, и переживать на этот счет не будете, но тем не менее,
вот момент, что нужно взять на себя ответственность за всю эту историю, вот этот момент вас будет смущать, и я даже не удивлюсь, если смущать будет вполне так серьезно и вполне по-взрослому. Поэтому что могу сказать? Тут уж знаете, если вы все-таки решаете, что вам нужно что-то рубануть, например, в отношениях, да, уже разрубить Гордеев узел, любовный треугольник или нет треугольник, совершенно неважно, или просто что-то в отношениях, вот надо уже в конце концов решить. Так вот берите и решайте. Но не забывайте, что любое ваше решение, оно потребует ответственности за то, что вы там нарешали. Однако и предупреждение, и у нас выпадает здесь аркан справедливость, да, который говорит о том, что вы все сделали для того, чтобы сказать, что проблему невозможно по-другому решить. Вы сами все для этого сделали? Или, может быть, вы как-то чуть-чуть увиливаете тоже от этой ситуации? Да, такое тоже может быть. Аркан справедливость – символ того, что мы должны проработать какую-то ситуацию. Мы рождены для того, чтобы работать, а не для того, чтобы отдыхать и наслаждаться. Не мои слова, слова аркана справедливость. Поэтому вот еще вам одно предупреждение. Да, помните нашу карту? Вот смотрит человек, а там ракурс не тот. Ракурс там просто не тот, понимаете? Поэтому тоже имейте это в виду. Может быть, вы слишком однобоко наблюдаете за ситуацией. Будет вам потом солнце, если вы разберетесь и все-таки поступите по справедливости. Да? Поступите так, как говорит у нас аркан справедливость. Если вы поступите по справедливости, засветит вам солнце, и переживаний не нужно будет никаких. Переживания уйдут сами собой, разумеющимся образом, они окажутся лишними. Они просто отпадут у вас. Поэтому на этот день или на эту ситуацию имейте в виду, да, что нужно сначала разобраться во всем, подумать о том, что действительно ли вы все сделали так, как нужно. Может быть, не все так безоблачно, как вам кажется. Может быть, у вас тоже там личико или локоточек в пушку немножко, да, и нужно этот момент проработать. Если это отношения, рабочие какие-то нюансы, да, или что-то еще такое, то есть не торопитесь, хорошенечко взвесьте все за и против, и только потом принимайте решение. Но, принимая решение, не забывайте о том, что вам придется принять решение, хотите вы того или нет. Но ответственность за это вы будете нести целиком и полностью, самостоятельно. То есть это хорошо, потому что вы ответственный человек, вы знаете, что то, что вы сделали, это уже по-взрослому, вы отвечаете за это. Уже не скажете, что да, ой, да там что-то, судьба не туда меня потянула, повернула там и все такое прочее. Ничего подобного. Ничего подобного. Ответственность. Будьте хозяином своей судьбы. Есть такой шанс. Примите такое решение. Запросто. Запросто сможете осветить свою дорогу. Солнце, аркан солнца, символ удовлетворения честолюбивых ваших планов. Про любовь, честно говоря, здесь ничего нет. Пятерка кубков, но в этом контексте она немножко о другом говорит. Да, про любовь ничего нету, но есть про достижения какие-то определенные на этот день, дали по поводу этой ситуации, когда разрулится что-то, когда прояснится в конце концов что-то. Но ответственность все равно вам на себя придется брать, а возможно даже ответственность за себя и за того парня. Не нужно закрываться ни от чего, не нужно закрываться ни от вселенной, ни от людей, ни от мира, ни от чего, потому что солнце все равно проявит себя, солнце все равно светит вам путь, дорогу, и, в общем-то, удовлетворение честолюбивых планов в этот день вы получите. Да, немножко с таким... потрудиться над этим придется. Потрудиться придется, ничего не скажу, но оно того будет стоить. Следующий день, или следующий вариант, или следующая ситуация. Все время забываю, что там плохо видно. Золотая клетка. Вопрос, о котором вы задумали. Или день, в который вы попадете. Или день, в который вы будете решать эту ситуацию, будет связано с золотой клеткой. О чем здесь говорит? О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что вполне возможно, что можно решить все и сделать все, но попасть в эту золотую клетку, да, когда далеко не отойдешь, потому что потеряешь золото. Хоть этим золотом ты не можешь воспользоваться. Что такое золотая клетка? Это когда у нас нет свободы практически, но зато у нас есть все, что мы захотим. Кому-то еда, кому-то деньги, кому-то реально золото, кому-то власть, кому-то
еще что-то, у каждого из нас свое. Но вот это наше желание, которое удовлетворяется по полной программе, к сожалению, это желание, за это желание нужно заплатить своей свободой. То есть, да, вот начальник, да, он может все, он может себе денег там нарубить, не знаю, каким образом заработать, неважно, но у него меньше свободы, чем у простого рабочего, чем у простого работника. Поэтому вот золотая клетка. И то, о чем вы думали, или то, как вы думали, или ситуация, которую вы себе моделировали, да, или хотели разобраться, в которой знаете, это ситуация золотой клетки. Нужна она вам или нет, вам решать, но сейчас мы посмотрим, что нам скажет Таро. Или день, да, если вы не думали про ситуацию, вас интересовал конкретный день, как будет мой день проходить, у вас будут сумасшедшие шансы, у вас будут какие-то архивозможности, и вообще будет, ну вот, много-много всего интересного такого, но за это придется поплатиться своей свободой. Например, там хороший клиент попался, денежный клиент, но деньги-то вы получите, но выходные в пролете, например, да, и так далее. И Таро у нас что говорит? Таро у нас что выпадает? У нас выпадает то же самое, планы. Планы очень амбициозные, и планы, которые, скажем так, да, аркан мудрец, я очень часто говорю, что суть-то его в чем? Он создает канву, которую в будущем будет вышивать золотыми нитями. Да, золотая клетка. Вот амбициозные планы какие-то очень серьезные такие у вас, да, может быть не на сейчас, может быть на потом. И вот вы думаете, как это сделать, как лучше эту канву создать и где бы подешевле купить эти золотые нити. Ну это, конечно, фигура речи по поводу золотых нитей и подешевле. Но факт остается фактом. Вот такие желания, какие-то планы будете строить. Да, скорее всего, планы будут связаны с какими-то целями очень такими, ну, даже не амбициозными, а, как бы помягче сказать, это далеко идущими. Да, это когда женщина хочет познакомиться с миллионером. Да, Золушка хочет выйти замуж за принца. Женщина хочет познакомиться с миллионером для того, чтобы реализовались ее вот такие золотые мечты. Я не говорю, что здесь идет речь именно об этом, но это что-то типа того, у каждого из вас это будет какой-то свой нюанс, какая-то своя ситуация подобного рода. Получить бы чего-то да побольше, да, таблеток от жадности да побольше. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что может быть у кого-то такое желание есть. Но вот прелесть-то в чем? Прелесть-то в том, что оно у вас исполнится, даже если вы вообще ничего делать не будете. То есть на этот день ваши амбициозные планы, они реализуются сами собой разумеющимся образом. Самое главное, это то, что искренность вашего желания, она должна стоять в приоритете. И вот искреннее ваше желание, оно как раз и реализуется в этот день. Да, или по поводу этой ситуации, или как-то еще. Теперь смотрите, у нас все-таки десятка кубков. Она очень часто говорит о любви. И почти всегда говорит о любовном треугольнике. Поэтому смею предположить, да, что есть богатенькие ухажеры и так далее, с которым бы хотелось бы встретиться, а может и не хотелось бы встретиться, но нужно встретиться. В общем, совершенно неважно. Или наоборот, любовь, и нужно встречаться. В общем, абсолютно неважно. И вот очень может быть, что на этот день у вас состоится такая встреча, причем нежданно-негаданно, может быть, вы думали только об этом, понимая, что вряд ли это на самом деле реализуется. Но, скорее всего, реализуется, потому что самая какая-то ненормальная мечта, самая такая сумасшедшая мечта, в хорошем, плохом смысле, неважно, она вполне реализуема в этот день. Кстати, вот можно, конечно, сказать, ну, не знаю, как это прозвучит, может быть, не очень красиво. Любовь с интересом. Любовь с интересом. Здесь общение и встреча с человеком, который с удовольствием платит вам, лично вам, слушающему и загадавшему на этот вариант, деньги и очень щедро вас благодарит за эти встречи. Это маловероятно, что это любовь за деньги. Это именно его благодарность, потому что человек испытывает чувство вины, встречаясь с вами.
Опять-таки смею предположить, что это все происходит где-то на стороне, в каких-то других краях, не на вашей территории. И вот встречаясь с вами, он ощущает чувство вины. Причем неважно, сейчас меня слушает мужчина или женщина. И таким образом хочет вас отблагодарить, да, какими-то подарками, какими-то обещаниями, может быть, шикарными. Но обещаний точно будет много в этот день. Но, может быть, даже и денежек чуть-чуть вам прибавится в этот день, это совершенно точно. Вот, причем, ну, такая сумма для вас, скажем, не пустая. Потому что бывает так, там 2 рубля ни о чем, даже спичек не купишь. А здесь действительно сумма такая не пустая, интересная. Вам сумма, которая привалит. Привалит на этот день. Но вот как бы не деньгами едиными же в человеке, я думаю, что встанет такой вопрос у вас подсознательно по поводу того, что, скажем, ну вот как-то бы мне бы искренности побольше, а не вот этих монеток там или этой благодарности такой не душевной, не духовной, да, у кого-то из вас так. Но, конечно же, не у всех может отыграться ситуация подобного рода, связанная с треугольником или с какими-то тайными, потаенными встречами. Тут такое же дело житейское. Но здесь еще может быть ситуация делового порядка. Может быть, кого-то это тоже интересует, и это более важно, чем романтика. Здесь какое-то очень интересное предложение. Причем план, это, знаете, вы как бы как черный кардинал выступите по поводу этого предложения. Вот так вот как-то подтасуете факты, подтасуете ситуации, что, скажем, выберут вас, например, да, или ну, заставите кого-то подумать о себе таким хитрым карнеговским способом каким-то. И есть возможность получить именно то, что вы хотели. Заказ, например, работу какую-то хорошую, должность хорошую. Да, есть. Но не забывайте, что получая все это, причем это даже может быть вы вот, знаете, как-то относитесь или будете относиться к этому как к разряду, ну этого не может быть, потому что не может быть никогда. Оно реализуется все в этот день, да, на который вы задумали, или по поводу той ситуации, которую вы задумали. Но не забывайте все-таки, что в этом случае вы попадете в золотую клетку. Не будете ли вы потом жалеть о попадании в эту золотую клетку? Может получиться так, что вы потом, знаете, у нас говорят на Украине, не хочу ни грошей, ни товару, ни роботи, ничего не хочу. Потому что, ну вот очень накладно по затратам человеческого ресурса. То есть то, что вы хотите, вы получите, но, может быть, попадете в золотую клетку. Подумайте, надо ли вам это. Третья наша ситуация или третий наш вариант, я думаю, понятно, нечего объяснять. Оно вам не надо, там быльем все поросло. Вот день или опять-таки какая-то история, которая вас будет волновать, да, тех, кто выбрал этот вариант, эту ситуацию. Вот не надо оно вам, говорит 78 дверей, потому что там быльем все поросло. Сколько бы вы туда ни возвращались, счастье вам это не принесет, ничего хорошего из этого не получится. А вот всякие переживания, расстройства, там, нервотрепки и понимание того, что уже время ушло, и как бы вы ни пытались, и что бы вы ни делали для того, чтобы вернуть все назад, не получится. Быльем все поросло, ничего не вернется, и придет только одно разочарование. Это все, что может ожидать в этой ситуации. А так бы хотелось бы, да, чтобы все было по-другому. А так бы хотелось бы вернуть это все назад. А так бы хотелось бы, чтобы желание исполнилось бы у вас. И так вы к этому стремитесь, и вы этого достойны. И вы знаете, что вы этого достойны. И вы знаете, что вы не просто достойны. У вас есть ресурс человеческий это все иметь. Но по какой-то причине оно вам не надо. Возможно, потому что вам уготовано что-то другое. Возможно, потому что вас ждет что-то гораздо более интересное. И здесь карта Меркурия. Меркурий у нас, во-первых, ну, разум, мы все говорим, да, но если в более далекие такие дебри исторические залазить, это бог торговли, это врунишка, лгунишка. Может быть, это ваш самообман.
Это ваш самообман. Вот это желание все иметь, желание все захватить. В романтике этого человека вы очень сильно хотите. Вот очень уж вам он по душе, и вы понимаете, что вы созданы на сегодняшний день друг для друга, и прошло 100 лет, и вы встретитесь, потому что вы переписывались, и потому что неважно почему, и вот когда встретитесь, поймете, что все быльем, все поросло, не то пальто, не тот человек, и вообще все не то. А так бы хотелось бы. И вот здесь Меркурий может оказать свою такую роль не очень благовидную, да, когда вас втянуть в этот момент иллюзий, когда вам кажется, что это все очень классно, когда вам кажется, что это все очень хорошо. А на самом деле все совсем не так. Все очень сложно. Вы другой человек. И то, о ком вы мечтали и думали, тоже другой человек. Работа, ситуация, то же самое. То есть вот у каждого из вас это будет свой нюанс какой-то. У кого-то отношения, а у кого-то старая работа, а у кого-то старые времена, а у кого-то город, в котором вы когда-то были и жили, и хотелось бы туда вернуться. И вот, ой, как хочется вернуться, да? А приезжайте, а там все не то, люди не те, вокруг все не то, атмосфера не та, энергетика уже не та. Поэтому вот здесь вот этот самообман, да, что, возможно, если исполнится мое желание, я все поверну, я все изменю. Но вы это измените, а там изменится? Вот вопрос. 78 дверей говорит, что ничего там не изменится. Там все будет меняться, но не вместе с вами. Там будет меняться все в другую канитель какую-то. И вот не знаете, что делать дальше, как дальше поступить, продолжать, не продолжать. С одной стороны, ощущение того, что да, продолжать, а с другой стороны, ой-ой-ой, ой-ой-ой. И вот получается, смотрите, знаете что, вот не буду про это говорить, да, про семерку не буду говорить, потому что это ваше незнание, это ваша неопытность в каком-то, или растерянность в каком-то вопросе, да, когда не знаю, что делать. Ну вот не знаю, что делать, и хочется, и колется, и мама не велит, душа тянется, а пришел, и уже та душа где-то пропала без вести, потому что там такой капец, что даже не знаешь, надо было оно тебе или не надо. Растерянность, да, так назовем, но... Кроме этой растерянности выпадет сатурнианская ситуация. Отношения, работа старая, город старый, квартира старая, неважно, что это. Выпадет сатурнианская ситуация. Здрасте, приехали. А ты помнишь, что был еще недоделан какой-то моментик в твоей жизни? Сатурн что? Планета кармы, планета обязательства, планета ограничений и аскезы в каком-то смысле. То есть о чем говорит? Давай-ка, дорогой дружочек, коль ты уже хочешь сюда за эту... быльем поросшую дверь, войти, зайти в нее, будь добр, дружочек, пожалуйста, ты как-то чуть-чуть-то эту ситуацию-то заверши, потому что где-то когда-то 300 лет тому назад ты это не закончил, нужно будет закончить эту ситуацию. И чтобы вы понимали, вот этот процесс окончания этой ситуации, он будет под очень пристальным вниманием неких людей или человека. Это, например, начальник, да, вот пришли на старую работу, пригласили вас, вау, вот когда-то там коллектив, все так было замечательно, люди были такие, пришел, люди такие же, как везде, все такое же, как везде, остался только начальник, который имеет о вас какие-то представления и какие-то впечатления и помнит о той самой сатурнианской ситуации, которую когда-то вы не завершили. И вот начнет под лупой говорить, да, конечно, у нас тут все в шоколаде, кроме вот этой истории. Помнишь когда-то, вот как-то так, нужно что-то закончить, будет нужно что-то завершить для того, чтобы избежать вот этого контролирующего, всевидящего ока, который имеет на вас влияние, да, человек, который имеет на вас влияние, он будет в этот день, или по поводу этой ситуации, или по поводу этой истории, он будет наблюдать, как вы выкручиваетесь, как вы пытаетесь завершить то, что было не завершено, возможно, очень давно, еще когда здесь не было быльем поросшее все. Поэтому, опять-таки, вот подумайте, оно вам надо туда идти? Если здесь все быльем поросло. Да плюс еще к этому всему, вот этот самообман и все остальное, да к этому всему еще и добавится необходимость завершить какие-то делишки, которые вы когда-то не завершили. Вот спрашивается, зачем оно вам надо? Думаю, что ответ на этот вопрос вы сами дадите, найдете, если хорошенечко подумаете об этом. Последняя наша ситуация или последний наш вариант, предпоследний. Смотрите, вот карта так и говорит, мы живем в 21 веке.
Мы живем с вами в 21 веке. Все, что от вас требуется, это об этом помнить. И делать, и поступать, и жить так, как это следовало бы сделать в 21 веке. Потому что есть много друга рацио такого, о чем вы, возможно, забыли или не догадываетесь. И метод искания воды с помощью там палочки какой-то, да, он уже устарел и непродуктивен. То есть, другими словами, вот то, как вы решали раньше вопросы, проблемы, то, как вы решали какие-то моменты в вашей жизни, вот на этот день или на эту ситуацию, или вот на этот период, оно так решаться не будет. К сожалению, никак. Что нужно? Нужно искать новый способ. Возможно, это будет какой-то другой подход, научно обоснованный, например, психологически, если это отношения обоснованные. Это может быть подход, скажем, интуитивно обоснованный, то есть вот душа ваша понимает, что нужно поступить так-то и так-то. То есть не так, как обычно, не так, как того требует догмы цивилизации, как-то чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть по-другому нужно поступить и нужно действовать. Старайтесь помнить о том, что все течет и все меняется, все идет вперед. И старые методы не прокатят. Ну, вот вам, да, вот вам что и получилось. Башня. Получился колесничий. Получился туз монеточек. Замечательная история. Просто замечательная история. Ну что ж. Очень уж будет вас раздражать вся эта ситуация, связанная с тем, что нужно как-то перестраиваться будет, что нужно как-то что-то менять. Зачем менять, если есть хорошо изведанное, старый друг лучше новых двух, и старый конь борозды не портит, и все как бы уже изведанная, протоптанная дорожка, и зачем сейчас что-то рубить и искать новую, идти каким-то новым путем. Будет очень сильно вас это раздражать, а по-другому не получится. Скажу так, что вот этот победитель, этот маленький император, да, это тоже император, маленький император. Не тот, который большой, мир, у которого в его ногах лежит. Это другой немножко император, но император. Вот суть-то заключается в победе над кем или над чем, победе над собой. Здесь ведь философия жизни. Вы должны одержать эту победу над собой, да. Все-таки понять, что нужно другой метод, другой способ искать. Этот способ находится рядом. Этот способ находится совсем близко с вами. Вы сможете его найти. Возможно, он касается финансов. Но ведь это не только финансовый момент, да, не только финансовая карта. Это еще куча смысловой нагрузки. Возможно, просто это связано с тем, что нужно что-то чуть-чуть подвинуть куда-то, да, подвинуть себя ближе к чему-то, к исполнению своей цели. Как-то по-другому посмотреть на мир. Потому что иначе иначе колесничий не сработает. Это один момент. Второй момент простой, бытовой. Вот не буду дальше даже, скажем, философствовать, а очень просто все. А вот хотели поехать в отпуск, а как обычно, как всегда. А тут приехали и ничегошеньки не получается, потому что изменилась ситуация, потому что у нас там война, там корона, там я не знаю, что-то еще такое. В общем, у нас везде постоянно что-то происходит. Вот, последние 2020 года у нас постоянно коллапсы какие-то. И вот, как обычно хотели, уже вроде бы с короной, все уже как обычно хотели, нифига, там уже что-то другое придумали, и что вам нужно? Дорога состоится, поездка состоится, но нужно найти какой-то другой способ. Вот не так, как обычно. Может быть, этот способ будет, скажем, финансово для вас накладный, но в итоге вы выиграете гораздо больше. Например, не с вашего города уехать, а из соседнего города. Не с вашей страны уехать, а из соседней страны уехать. Да, откуда еще там ходят поезда и летают самолеты. Ну вот как, например, скажем, не в это место поехать, а наоборот, из вашего города, но не в то, где вы всегда отдыхаете, где-то рядышком, а потом переехать. Ну вот что-то в этом духе, да, какой-то креативчик здесь такой потребуется, хотите вы или не хотите. И вопрос решится. Но это так вот частный случай. Может быть, у вас совсем другая история. Так, следующий момент, который здесь может произойти, связанный тоже, возможно, либо с дальней дорогой, либо с изменением вашей ментальности. Во-первых, по поводу дальней дороги. Те, кто
планировал какую-то поездку, переезд или что-то еще такое, вы столкнетесь с каким-то контролирующей ерундой, из-за которой все это может немножко, ну, выбить вас из колеи и не в том русле повести всю саму поездку. Да? Вот могут быть такие изменения, имейте это в виду. Дальняя ли это дорога, не дальняя дорога, совершенно не важно. Следующий момент. Возможно столкновение с какой-то государственной инстанцией, контролирующей, например, таможня, да, контролирующая государственная инстанция, проходя которую вам придется как-то сыграть на своем менталитете. То есть, ну что вы? Ну вот скажу, и, наверное, все поймут. Он наш. А чей наш, Бог знает, да? Или как-то еще, да, вот так вот интересно сыграть на чем-то, для того, чтобы вот эта контролирующая штука, она бы ничего не поняла, что происходит-то. Чтобы как-то это выглядело, ну, очень, очень дипломатично. И тогда у вас вопрос либо с поездкой, либо с изменением, скажем, вашего статуса, статусности, например, повышение на работе, или знакомство с родителями любимого человека. Ну, скажете, вот смотрит так под лупой, да, разглядывает. А что ж вы думаете по этому вопросу? Да скажите то, что нужно думать. Не то, как вы думаете, а то, как нужно думать. И все будет окей, все будет замечательно, потому что эта карта символ новых приятных новостей, новых возможностей в результате изменения подхода к вашей ментальности. Так что, дорогие мои, в общем-то, все возможно, проявите чуть-чуть креатива, все будет замечательно, все хорошо, но сложно. Вот честно скажу, сложно, но возможно. А сложно — это даже интересно. Когда все легко и просто, потом теряешь вкус к жизни. Дорогие мои, у меня для вас все. Желаю вам отличного дня, развития вашей ситуации и все, что вы задумали, чтобы все у вас сложилось и получилось. Храни вас Бог и до скорых встреч.